Привет, друзья, с вами Лада. Это видеонарезка прямых трансляций по плетению вот этой замечательной новогодней крыски из газетных или бумажных трубочек. Здесь я собрала основные моменты по основному принципу плетения данного вида изделия. Если вы хотите посмотреть этот процесс более детально и более внимательно и учесть все нюансы, то переходите по ссылкам в описании под этим видео. Там записи прямых трансляций, где мы с вами прямо онлайн на камеру плели данную крыску. И еще, если вам очень нужны эти видеонарезки и вы хотите, чтобы они продолжались на моем канале, то обязательно поддержите эти видео любым удобным для вас способом. Поставьте лайк или напишите комментарий, или поделитесь этим видео в соцсетях. Этим вы окажете огромную поддержку моему каналу и мне в частности, потому что на эти видеонарезки уходит у меня очень много сил и энергии, и времени. Буду благодарна за любую вашу поддержку и помощь. И начинаю я плетение этой крыски с плетения круглого дна. Здесь я конструкцию сделала следующим образом. Я взяла 8 трубочек, разделила их на 2 части, 4 по 4, выложила их крест-накрест. И 2 другими рабочими трубочками буду оплетать сейчас эту конструкцию веревочкой в 2 трубочки. Первый ряд я оплетаю по группам 4 трубочки. Далее я разделяю эти группы в 4 трубочки по 2. И уже следующие 3 ряда я оплетаю по 2 трубочки стойки. И затем, когда я проплела 3 ряда таким образом, я сейчас разделяю эти двойные стойки по одной. И уже следующие 4 ряда я буду оплетать по одной стойке. Таким образом, в общей сложности у меня получилось 8 плетеных рядов в круглом дне. И сейчас я переворачиваю всю эту конструкцию лицевой стороной вниз, чтобы не менять рабочие трубочки. И я сейчас начинаю плести стенки моей будущей крыски. Иду я на постепенное расширение. Это принцип плетения пузатиков. Я очень часто на своем канале видео рассказывала, как я плету пузатики. То есть сначала я иду на расширение постепенно, расширяя стойки. И, конечно, расстояние между ними увеличивается. А потом я несколько рядов закрепляю этот получившийся результат, и следующие ряды я уже иду на сужение. Я вам все-таки советую ориентироваться именно на ваш глаз, как говорится. То есть, если вы не хотите слишком пузатого крыса, то не делайте слишком большое расширение. Если вы захотите свою даму сплести достаточно стройной, то тоже не делайте слишком большого расширения. Если вам сложно сориентироваться, какая форма у вас в итоге получится и получается ли у вас сейчас вообще, я советую вам сделать следующее. Отойдите на небольшое расстояние от вашего плетеного изделия и посмотрите на него. Где-то на расстоянии 1–1,5 метра. Обязательно держите тот образ в голове, который вы себе нарисовали, как должна выглядеть ваша крыска. Возможно, вы нарисовали этот образ на рисунке, на листе бумаги. Тоже его возьмите и посмотрите, двигаетесь ли вы к этому образу или вы немножечко отступили от своей цели. В этом кадре я уже проплела где-то 8 рядов и показываю, какая форма у меня получается. Итак, в этом кадре я показываю наращивание стоек, так как стойки у меня уже заканчиваются по своей длине, мне нужно их нарастить, удлинить. Наращивание стоек я делаю точно таким же образом, как и наращивание рабочих трубочек. У меня на канале было видео по наращиванию, очень подробное, и я его советую посмотреть тем, кто еще не смотрел. Ссылку обязательно оставляю в описании. А сейчас я перехожу к плетению укороченных рядов. Меня кто-то спросил, вообще нужно ли плести эти укороченные ряды. Я считаю так, что, конечно, все на ваше усмотрение. Я видела крысок, которые были сплетены, тела их были сплетены без использования укороченных рядов. И, в принципе, они очень достаточно симпатично, красиво смотрелись. Здесь, конечно, все на ваше усмотрение. Укороченные ряды, они придают некую изогнутость телу вашего крыса, вашей зверушки. То есть, например, вы хотите его наклонить вправо, а может быть влево, а может быть вперед, а может быть назад, и укороченные ряды исполняют эту задачу. В зависимости от того, сколько укороченных рядов вы проплетете в конкретном месте, с такой интенсивностью будет изгибаться тело вашего крыса. Я не очень хотела, чтобы он сильно наклонялся вперед, поэтому здесь я проплела только 2 укороченных ряда. В последующем плетении я также буду плести укороченные ряды. Это при плетении начала шеи и при плетении уже почти конца шеи. А там у меня будет в общей сложности 3 укороченных ряда.
Ну вот, низ тела крыса у нас сплетен, и сейчас я перехожу к той части, от которой у нас будет уже плестись шея. Я даже не знаю, как назвать середину тела этой крысы. Возможно, это животик у него, возможно, это начало плетения шеи. В общем, здесь я сужаю плетение, сужаю очень-очень постепенно, и затем я также постепенно перехожу уже к плетению шеи. Шею я здесь не сильно сужала, но можно ее проплести чуть-чуть поуже, как я уже убедилась, когда уже сплела эту крыску. Я здесь побоялась, что в шею у меня не войдет голова, но в принципе все хорошо получилось. Ну и здесь в этом кадре видите, что я уже плету конец шеи, и здесь уже я плету 2 ряда укороченных. Разворачивала рабочие трубочки я на разных стойках. И я заканчиваю плетение шеи, я заканчиваю загибкой розгой, которую я показывала в отдельном видео. Ссылку оставляю в описании. Вообще здесь подойдет любая загибка, но сильно объемную загибку не делайте, все-таки туда будет вставляться голова, и при сильно объемной загибке она будет просто теряться у вас. Загибочка должна быть не такая броская, не такая объемная. В принципе, розга сюда здесь идеально подошла. Вообще эти советы я даю только исходя из своего какого-то образа, из своих каких-то наблюдений. Обязательно смотрите по своей ситуации. Я не раз это повторяю, и по вашему вкусу, конечно. Если вам хочется здесь делать объемную загибку, и вам кажется, что будет смотреться отлично, то делайте обязательно. В любом случае вы все равно можете все исправить, если что-то не получилось. Ну вот, тело нашего крысы уже готово. Вот такое пузатенькое, толстое у нас получилось оно. И сейчас я перехожу к плетению головы.
Голову я начинаю плести с носика, мне показалось, что так удобнее, и потом я уже буду плавно переходить к шее этой головы. А сейчас я взяла 2 трубочки, сложила их вот таким образом, как на видео, взяла другие 2 трубочки, которые нарастила между собой, это у меня будущие рабочие трубочки, и вот таким образом я начинаю плетать эту конструкцию. Я плету буквально 2-3 ряда, тут смотрю на как это сказать, длину этого получившегося носика, то есть я решила носик сделать чуть-чуть длиннее. И сейчас на этом этапе я вставляю дополнительную трубочку посередине. Получается, у меня было 2 двойных стойки, и сейчас я добавляю еще по 2 стойки, по одной с каждой стороны. В итоге у меня получается 4 стойки, начинаю плетать всю эту конструкцию, и затем я вот эти двойные стойки разделяю по одной, а к этим одинарным стойкам я добавляю дополнительные стойки. И постепенно я плету на расширение. И у меня получается следующая картина, что в какой-то момент я оплетала двойные стойки. И сейчас в этом кадре вы видите, что каждую двойную стойку я разъединяю и оплетаю уже по одной. Каждый раз я прерывалась и смотрела на голову немножечко на расстоянии, пыталась понять, какой ширины мне она нужна, какой ширины она у меня получается. И вот как только у меня расширение в принципе подошло к концу, я уже увидела, что мне уже хватит такой ширины головы, и в принципе здесь вверх нужно уже немножечко приподнимать. И именно здесь я уже плету укороченные ряды. Здесь у меня проплетено в общей сложности 2 укороченных ряда. Вы видите, что получается низ у меня меньше рядов, а вверху у меня больше рядов. Так и надо. Если взять любую голову любого живого существа, то получается, что у нас вверху больше места, больше расстояния, больше площади, чем внизу. Поэтому эту площадь мы просто заполняем укороченными рядами. И вот таким образом я плела голову дальше, то есть у меня получается, что внизу я уже постепенно переходила на плетение шеи, тут стойки немножечко изгибала,
и вверху я заполняла эти пространства укороченными рядами. Я не могу точно сказать, сколько укороченных рядов вам нужно проплести на верхней части головы. Все это делается интуитивно, исходя из размеров вашей головы. Просто прерывайтесь и смотрите, где вам нужно добавить больше площади. Вот там плетите укороченные ряды. Ну и, конечно, параллельно я изгибаю стойки, которые оплетаю для того, чтобы сформировать голову будущей крыски. Здесь вы уже увидите, что я давно не иду на расширение, здесь я иду скорее на сужение уже, и у меня голова плавно-плавно переходит в плетение шеи. Те нижние стойки я отгибаю очень хорошо, а верхние стойки у меня плавно переходят к плетению шеи, и я уже плету шею. Шею я проплела буквально 4 сантиметра, мне этого хватило для того, чтобы голова очень хорошо вошла в тело и, в принципе, там зафиксировалась. На шее самой я проплела еще один укороченный ряд, но здесь я думаю, что да, это все-таки, наверное, обязательно было сделать для того, чтобы поднять в этом месте плетение и чтобы шея была более-менее ровная. Ну вот, голова у нас готова, и здесь, конечно, в этой видеонарезке я не стала показывать, как плету ушки, но, в принципе, они плетутся очень просто, по принципу плетения любых ушек, только сначала я очень-очень хорошо их расширяла, то есть делала дополнительные двойные витки на боковых стойках, и потом я уже шла к сужению. Вставила ушки я простым способом, просто взяла и вставила их в плетеную голову. Можно зафиксировать все на клей, но, если честно, ушки так крепко туда вставились и зафиксировались, что, в принципе, даже можно и не капать клея. Плетение ушек также вы можете посмотреть в одной из прямых трансляций по плетению этой крыски. В той же трансляции, в третьей части, я показывала приблизительно, как я буду плести вот эти лапки у крыски, и верхние, и нижние. Глазки и носик я сделала из папье-маше, и крыска готова. Очень надеюсь, что вам эта видеонарезка понравилась. Очень надеюсь, что принцип плетения этой крыски вам был понятен. Если что-то непонятно, вы можете обратиться к полным версиям, трансляциям, которые есть на канале. Также задавайте вопросы в комментариях, если они у вас есть. Я с удовольствием и очень быстро на них отвечу. На этом все. Я благодарю вас за то, что смотрите, благодарю вас за то, что плетете вместе со мной, благодарю вас за ту поддержку, которую вы мне оказываете любыми способами. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение, и обязательно жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, тогда вы точно ничего не будете пропускать. Легкого плетения вам, друзья, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!